Привет, друзья! У меня сегодня праздник. Первый в новом 2026 году. Журнал Low Surprise. Предлагаю челлендж. Каким будет первый журнал года, так мы год и проведем. Погнали посмотрим. В общем, так вот у нас выглядит обложка. Такая красочная. Звездочки, все блестящее. Куколка на коньках. Приветствие, про зимние развлечения, про спорт. В целом весь дух журнала сконцентрирован на этом. Главная героиня у нас спортсменка Figure 8. Это базовая куколка. В этом выпуске я бы не сказала, что здесь какие-то есть личные моменты, описанные о ней. Просто в целом базовая куколка. И появилась такая вот пометка как статус. Насколько я помню, ее раньше не было. Задание с забавным названием «Куча мала». И в целом задание мне понравилось. Интересное. Создать наряд для фигуристки. Отсылка к этой куколке. Здесь уже было что-то подобное у нас, по-моему, со Center Stage с балериной. Подобное задание. Милашки из мультика Low Surprise «Дорожное путешествие». Недавно смотрела по каналу «Карусель». Мне нравятся эти мультики. Они такие коротенькие, но в принципе нормальные. Мои любимые тени. В этот раз они тут в новой интерпретации. Их всего 2, а самих куколок больше. Когда я увидела эту мотивационную рубрику, я в целом подумала, что это замена нашему психологическому развлечению. Но нет, оно там тоже в принципе есть. Эти 10 правил изменений к лучшему мне действительно понравились. Я думаю, что это очень интересно. Вот такая вот путаница. Девочки играют в хоккей. Изменилась у нас раскраска. Сейчас цветовая схема не вынесена отдельно, а отмечена цветовыми маркерами на самой куколке. Вот оно, психологическое развлечение. В этом журнале оно мне понравилось. У нас все о питомцах. И в целом вопросы о кролике, например, я вот, если честно, не ответила правильно. Я не знала правильного ответа. В целом шарю только за хомяков, потому что у нас хомяки живут. Красивая вот эта вот иллюстрация. Мне понравилась. И задание само по себе не очень сложное. Базовые пэты, мы уже их встречали в других журналах. В принципе, они милашки. И задание полезное на внимательность. Очень красивые, милые иллюстрации реальных куколок. Как будто создатели журнала решили, что после новогодних праздников придется хорошенько поработать. По крайней мере, это прям очень хорошо выражается в постере. Постер нужно раскрашивать прям полностью, то есть прорабатывать и фон, и самих персонажей. Вот наша напечатанная сторона. Здесь девочки занимаются зимними видами спорта. Наклейки в этом журнале, они прям меня очень порадовали. И сам дизайн, и тематика. Появился у нас персонаж мальчик, много персонажей пэтов, дополнительные наклейки большие, звездочки всякие разные. И в целом, как всегда, девочки на высоте.
по своему стилю. Мне очень понравилось. Подписка на журнал. Лабиринт в милом розовом дизайне. Логический ряд нужно будет продолжить. Плюс еще ровно все нарисовать. Найти картинку. Раскраска по образцу. И она никогда не обходится без блесток. Всегда блестки есть. Поделки. У нас продолжается зимняя тематика. В целом очень интересный, красивый. Вот такой вот снеговичок очень мило смотрится. И такая поделка тоже может быть очень полезной. Шикарный разворот. Найди отличия. В целом, я думаю, вот это, даже вот на первый взгляд его смотреть, это задание, оно выглядит очень интересным в том плане, что какие-то существенные отличия мне, по крайней мере, не бросаются прям в глаза. Игра со снегом, игра-ходилка. Тоже очень интересная, красивый дизайн. Ребусы, у нас который журнал уже прям активно уделяется им внимание, все больше и больше. В этот раз уже на целую страницу у нас ребусы. Пиксельный снеговичок, его я помню еще из по прошлому журналу. И вот этот вот снеговичок у нас тоже, кстати, есть в пасхалке в предыдущем журнале. Сейчас вы все увидите в нашем каталоге. Ответы. Вот такая вот куколка. Просто милашка. Очень милый персонаж. И в конце у нас гирлянда из сердечек. Шикарная поделка. Обязательно будем делать. Друзья, в общем, какие мы можем с вами сделать выводы? Мы научимся с вами жить в гармонии сами с собой. Найдем какие-то развлечения себе, возможно, займемся спортом. У кого-то появятся питомцы. В общем, все это нас ждет в новом году. А сейчас пришла рубрика для бонус-трека. Наш каталог по 12 журналу, по декабрьскому. Вы все увидите, как мы это оформили. Вырезалочки в наш журнал. В общем, я выбрала вот такой вот дизайн. Мне кажется, он очень популярный. И в целом эти розовые бантики выглядят очень мило. Здесь есть прозрачный кармашек, куда можно складывать бумажные сюрпризы на распаковку, когда берешь с собой каталог, ну, допустим, в школу. Вот. Первая активность – это короны. Нужно было девочкам приклеить короны, каждый подобрать по ее наряду. Короны так вот отдельно. Очень красивые образы. Девочки все красавицы и все разные. Далее у меня идет пазл. Пазл из льдинок. Здесь вот такой квадратик сам с пазлом. И на страничке, оформленной со стразами, были кусочки пазла. Эту активность мы выполнили, и, соответственно, сюда отправляются пасхалки с разными такими вот рисунками и раскраска по номерам. Вот она, кстати, тот снеговичок, который у нас встретился и в первом журнале 2026 года, и в декабрьском выпуске он тоже был. Здесь мы искали лишний предмет. Я сделала вот такие вот крестики. Так оформила страничку.
Далее игра ходилка. Для ходилки у меня здесь в Kinder упаковочке есть кубик. Мы в нее играли, она получилась очень интересная. Интересный факт, что могут играть четверо, хотя обычно игры идут на двоих. Далее у нас идут коллекции. Первая наша коллекция — это модные зимние луки, модный бутик. Бумажные пакетики для этих наклеек вы увидите сейчас. Я их сделала в дизайне различных уг. Мне они показались разнообразными, очень забавными и подходят под стилистику модной коллекции. Далее у нас идет коллекция вечеринка. Я сделала такие вот блестящие страницы с блестками. Также покажу вам, как выглядели пакетики для этих наклеек. Их я сделала в виде елочных украшений. Какие-то из них встречаются в журнале. И добавила от себя два базовых, золотистый и красный. И последняя коллекция — зимние развлечения. Здесь я сделала тематические пакетики к наклейкам, все, что связано, на мой взгляд, с зимними развлечениями. Был двойной пакетик со снеговиком. Далее вот раскраска по номерам. Вот, в следующем журнале у нас уже идут маркеры на куколках. Интересно, будут ли продолжаться в том же духе они. Посмотрим, как будет дальше. Вот она, Kawaii Queen. Вся в блестках. Это раскраска по образцу. Обычно они вот все вот прям такие вот с блестящими элементами. Пока на этом все. А сейчас настало время для рубрики «Бумажный коллекционер». У меня есть 3 пакетика с бумажными сюрпризами. Все в розовом цвете. Сейчас мы с вами откроем нашу первую коллекционную бумажную куколку. Наша сегодняшняя героиня просто обожает все розовое. Поэтому у меня розовая страничка и пакетики в розовом стиле. Можете повспоминать и написать в комментариях, может быть, кто-то помнит кто у нас особая рьяная любительница розового цвета. Думаю, открою первый вот такой вот пакетик. Нам попадались как-то такие духи. Так, и там у нас вот такая вот куколка. Это ее младшая сестренка. Также написан факт о ней, что ее любимый цвет розовый. А сестренка говорит: и мне такую юбочку. Такая милашка. Давайте ее приклеим. Наверное, вот сюда. Надеюсь, у меня все войдет. Вот так. Ее фраза.
И факт о нашей главной героине. Если тоже любите розовый цвет, ставьте лайк. Так, следующий пакетик — это коврик для пэтов. Такой вот джутовый с вот таким вот шариком на конце. И там, соответственно, будет у нас пэт. Посмотрим. Вот такая вот совушка. Я помню, как я прям удивилась, даже когда увидела ее в журнале. Так необычно. Питомец сова. Все видела только собачек да кошечек. Вот, приклеиваем вот сюда. И здесь у нас еще ее питомец, ручная сова Center Owl, которая тоже обожает танцы. Еще один факт про нашу куколку, которая у нас будет сегодня. Первая в коллекции — это то, что она обожает танцы. Ну, собственно говоря, и последний наш пакетик — это вот такая вот лабубу. Сейчас мы все узнаем. Вот она. Вот она, наша куколка. И это всегда на пуантах Center Stage. Так, как-то вот так вот. Так, давайте сперва надпись. Вот сюда. И теперь сама Center Stage. Все, ребят, начало положено. В общем, напишите в комментариях, как вам идея. Будете ли вы коллекционировать вместе со мной? Мне в целом идея очень нравится. Хочется собрать большую коллекцию. Ребята, наш с вами обзор подошел к концу. Я Вика Творчуня. Я желаю вам хорошего настроения. Я благодарю вас за просмотр. Я жду с нетерпением ваши комментарии. Если вы смотрите меня из-за рубежа с переводом, обязательно напишите, какие у вас в стране журналы, похожи ли они на наши. В общем, всего вам хорошего. Увидимся. Пока-пока.